В штате Юта резко обострилась ситуация с природными пожарами. Спасатели сейчас борются сразу с несколькими крупными очагами возгорания в условиях экстремальной жары и засухи. Самая критическая обстановка складывается в округах Джуаб, Юта и Туэля, где бушует разрушительный пожар Iron Fire. Начавшись поздно вечером 19 июня к югу от пика Болтер, огонь охватил горный район Ист-Тинтик и за сутки разросся до 5000 гектаров. При этом его локализация по-прежнему остается на нулевой отметке. Из-за стремительного продвижения пламени и реальной угрозы для жизни людей власти объявили обязательную эвакуацию всего города Юрика, откуда пришлось вывести около 1000 местных жителей. Для обеспечения безопасности полностью перекрыто движение по шоссе номер 6 между Эльбертой и Юрикой. В соседних населенных пунктах развернуты временные эвакуационные центры. По предварительным данным специалистов, причиной пожара стал человеческий фактор. Параллельно с этим экстренные службы ликвидируют еще один опасный очаг в округе Уэбер, вспыхнувший в популярном районе кемпинга Мидл Форк. Площадь этого возгорания уже достигла 30 гектаров, и сдержать его пока также не удается. И хотя жилым домам огонь в данный момент напрямую не угрожает, спасатели сообщают о риске повреждения высоковольтных линий электропередачи, проходящих в непосредственной близости от зоны бедствия. Третий крупный пожар под названием Боннивиль Файр охватил предгорье Солт-Лейк-Сити рядом с каньоном Ред Бьют. Огонь уже уничтожил около 100 гектаров растительности. Из-за сильного задымления и непосредственной близости пламени закрыты автомобильные дороги, пешеходные маршруты, а также ряд заведений. Власти штата призывают граждан соблюдать максимальную осторожность и строго следовать указаниям экстренных служб. Китай уходит под воду. Разрушительные наводнения и оползни охватили сразу несколько регионов страны. Из-за аномальных ливней Министерство водного хозяйства ввело режим экстренного реагирования. Стихия наносит удары как по традиционно влажным южным провинциям, так и по засушливым пустынным зонам на северо-западе. В уезде Майян, провинции Хунань, непрекращающиеся дожди привели к сходу оползня. Тонны земли и камней обрушились на жилые постройки. К настоящему моменту подтверждена гибель одного человека, еще один местный житель числится пропавшим без вести. Спасательные службы работают в зоне бедствия, однако поисковую операцию осложняет угроза повторных сдвигов почвы. Не менее катастрофическая обстановка складывается в уезде Липин, провинции Гуйчжоу. Здесь всего за 6 часов выпало почти 200 мм осадков. Этот колоссальный объем воды вызвал мгновенное наводнение. За 2 часа уровень воды в местной реке поднялся более чем на 5 метров, затопив прибрежные районы, дороги и первые этажи домов. Параллельно с этим климатическая аномалия терзает Синьцзян-Уйгурский автономный район. В городе Хатан, который расположен на окраине пустыни Такламакан и где среднегодовая норма осадков составляет 40 мм, уже несколько дней бушуют непрерывные проливные дожди. Максимальный уровень осадков здесь достиг 120 мм за трое суток. Это трехлетняя норма региона. Автомагистрали заблокированы, улицы превратились в грязные озера. Власти заявляют об угрозе масштабного паводка в пустынной зоне. В Японии 21 июня на острове Кюсю произошло мощное взрывное извержение вулкана Сакураджима. Огненный гигант, расположенный в префектуре Кагасима, в очередной раз продемонстрировал свой непредсказуемый и бурный нрав, выбросив огромный столб раскаленного пепла и густого дыма на высоту более 2100 метров над уровнем моря. Токийский консультативный центр по вулканическому пеплу отметил, что шлейф поднялся на значительную высоту над уровнем моря и распространился в восточном направлении под воздействием сильного ветра. Жители близлежащих населенных пунктов столкнулись с ухудшением видимости, а на дорогах и крышах домов начал оседать свежий слой вулканической пыли. Японское метеорологическое агентство сохраняет для данного региона 3-й уровень вулканической опасности, что означает строгий запрет на приближение к опасной зоне ближе, чем на 2 километра. Местных жителей предупреждают о риске падения вулканических бомб и камней в радиусе 1000 метров. В воскресенье вечером индийский округ Тутукуди в южном штате Тамиль-Над столкнулся с разрушительным торнадо.
Очевидцы в панике снимали на видео гигантскую вращающуюся колонну, которая неожиданно сформировалась на фоне проливного дождя и грозы. Основной удар стихии пришелся на отрезок трассы между Вагайкуломом и Пудукоттаи. Пострадала также инфраструктура местного аэропорта Тутукуди, где сильный ветер повалил деревья и защитные ограждения. Серьезные разрушения зафиксированы на пункте взимания дорожной пошлины на национальной трассе, соединяющей Тутукуди и Тирунельвели. Воздушный поток с корнем вырвал металлические навесы, разрушил кабины операторов, опоры, электронное оборудование и солнечные панели, а разлетевшиеся листы обшивки перебили высоковольтные линии электропередач, мгновенно обесточив прилегающие районы. Настоящий хаос вихрь устроил и на территории частного парка аттракционов, расположенного неподалеку. В результате инцидента по меньшей мере 6 человек получили тяжелые травмы. Метеорологи подчеркивают уникальность произошедшего, ведь для Южной Индии торнадо являются редкой аномалией, и появление столь мощного восходящего потока связывают с нестабильностью атмосферы из-за столкновения раскаленного сухого воздуха и прохладного морского бриза на фоне начавшегося муссона. По западным регионам Польши прошел мощный грозовой фронт. Локальные повреждения инфраструктуры и сильные подтопления зафиксированы в населенных пунктах Вроцлав, Щамно-Здруй, Всхова, Болевице, Градиск-Виткопольский и Гостемец. По данным метеорологических служб, в регионе выпало до 55 мм осадков, а порывы ветра превышали 100 км в час. Непогода сопровождалась крупным градом. Во Вроцлаве из-за затопления дорог под виадуками было полностью заблокировано движение трамваев и автобусов. Из-за затопления трека на Олимпийском стадионе организаторам пришлось отменить субботний этап престижных соревнований Гран-при по спидвею. Спасатели зафиксировали сотни случаев падения деревьев на проезжую часть и многочисленные обрывы линий электропередач. В горах Нижней Силезии один турист серьезно пострадал от удара молнии. Подразделения пожарной охраны продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия. Сильнейшее наводнение, вызванное аномальными проливными дождями, парализовало крупный торговый город Онича в нигерийском штате Анамбра. Стихийное бедствие, пик которого пришелся на субботу, превратило оживленные городские дороги в бурные и глубокие реки. Многочасовой тропический ливень затопил рынок Ачанджа. Мощные потоки воды хлынули в торговые павильоны и уничтожили товары местных предпринимателей. Уровень воды на главных улицах стремительно поднялся местами более чем на 1 метр. Десятки транспортных средств оказались полностью затоплены или унесены сильным течением. Водители и пассажиры были вынуждены спасаться на крышах машин в ожидании помощи. Критическая ситуация сложилась и на оживленном междугороднем шоссе Анамбра-Онича. Под водой скрылся участок протяженностью около 2 километров. Помимо дорожной сети, затоплены сотни жилых домов, из-за чего местные семьи были вынуждены в спешном порядке эвакуироваться, бросая свое имущество. Главными причинами столь масштабной катастрофы эксперты называют не только рекордное количество осадков, но и многолетнее загрязнение и блокировка дренажных систем бытовым мусором. Местные жители обращаются к губернатору штата и федеральному правительству с требованием ввести в регионе чрезвычайное положение и незамедлительно начать модернизацию водосточных каналов, поскольку сезон дождей в Западной Африке только набирает силу, и новые ливни грозят обернуться еще более сильной катастрофой. Огромная океанская волна полностью накрыла двухэтажное здание прибрежного кондоминиума на Гавайях, сорвав черепицу и вызвав локальное подтопление. Вода хлынула во внутренние дворы и на парковку, разбрасывая обломки, элементы обшивки и обрывки зеленых насаждений. Инцидент произошел на Большом острове в районе Кеухоу, когда на побережье обрушился мощный южный штормовой нагон, совпавший с сезонными королевскими приливами. Национальная метеорологическая служба США незадолго до этого повысила уровень опасности до официального предупреждения о критическом подтоплении. Местные жители отмечают, что этот жилой комплекс уже не в первый раз принимает на себя подобный удар. В июле 2022 года эти же постройки серьезно пострадали от колоссального прибоя, вызванного отголосками урагана Дарби, когда океан затопил первые этажи.
Специалисты подчеркивают, что частые разрушения инфраструктуры в этой зоне связаны с глобальным изменением климата, усилением штормов в Тихом океане и опасной близостью застройки к кромке воды.